Эти 3 карточки вам просто необходимы, если вы переехали в Малагу или приехали на длительное время. Привет, друзья! Сегодня я вам расскажу, какие виды транспорта тут существуют, чем удобно и дешево пользоваться, а также как быстро и дешево добраться из аэропорта до центра Малаги. Ну что, поехали! И хочу начать с самого быстрого и удобного вида транспорта Малаги – это метро. На самом деле метро очень маленько, состоит из 2 веток и не такого большого количества станций, но если вы живете рядом, то очень удобно. И для этого используется вот эта зеленая карточка, которую можно купить в любом киоске Табако. Эта карточка также служит не только для метро, но еще и для автобусов, но если вы будете перемещаться на ней по городу, то будет значительно дороже. А для метро одна поездка всего лишь стоит 82 цента. Чтобы пополнить билет или проверить, сколько поездок на нем осталось, на каждой станции метро существуют вот такие автоматы. Чтобы проверить, мы нажимаем «Консультар сальдо». Вставляем билет. Показывает, что осталось 2,35. Это означает, что на несколько поездок. Одна поездка 82 цента. Но если вам нужно пополнить, то вы нажимаете «Рекаргар». Также вставляете вашу карточку. Он спрашивает, насколько пополните. 1, 5, 10 евро. Например, 5 евро. Вы нажимаете «Acceptar», то есть соглашаетесь. И теперь он спрашивает, как вы хотите пополнить. Можно пополнить либо наличными монетами, либо карточкой. То есть вот он. Также в этом киоске можно купить и одноразовые билеты, то есть вот до 9 поездок. Но смотрите, сама стоимость карточки 30 центов, а стоимость поездки будет евро 35. Большая разница, то что на зеленой карточке, либо которая Тархета Монедера, то есть как бы кошелек, там 82 цента. Метро ходит в часы пик обычно каждые 6-7 минут, а в такие часы, когда уже меньше народу, либо выходные, там может быть от 10 до 15 минут варьироваться. Как видно из карты, вот они, 2 ветки, синие и красные. То есть красный заканчивается в университетском районе Театинос, а синяя – Паласио де лос Депортес, дворец спорта. И в центре города они пересекаются на станции Эль Перче, где находится железнодорожный вокзал Мария Самбрано. Но хотят достроить, чтобы вообще до центра города прям очень близко было. Но это уже длится 10 лет и пока не сильно продвинулось. Автобусы – это, наверное, самый популярный вид транспорта в Малаге после машин. Сеть очень большая, больше 50 линий по городу, то есть вы можете доехать куда угодно. И даже есть ночные рейсы, которые начинаются с буквы «Н». Чтобы воспользоваться автобусом, лучше, чтобы у вас была при себе вот эта карточка МТ. По ней поездка будет стоить 84 цента. То есть вы покупаете, заполняете на 10 поездок, и одна поездка выходит так. А вот предыдущая зеленая карточка, она больше предназначена для междугородних рейсов. А внутри города поездка по ней будет стоить дорого, порядка евро 30, евро 40. Так же, как будто если бы у вас не было никакой карточки. То есть вы подошли к водителю, и одинарная поездка стоит евро 40. Также по карточке МТ вы можете совершать пересадки в течение часа. К примеру, ехали вы вначале на автобусе номер 11, а потом пересели на автобус номер 23. И это без снятия дополнительной поездки. Очень удобно. Ну, конечно же, еще существует автобус с номером А, который отправляется из центра города в аэропорт. Только в него поездка по этой карточке не оплачивается. Его стоимость 4 евро. Есть 2 автобусных вокзала в Малаге. Вот этот, рядом с морем. Отсюда обычно отправляются автобусы по побережью. И еще самый главный автовокзал находится рядом с железнодорожным. Оттуда, например, можно уехать в Гранаду. Пройдя по вокзалу, можно узнать расписание автобусов, но еще проще скачать приложение Ситемап, и там есть расписание всех городов. Автобусные остановки выглядят не только вот так, а еще и вот так. Ну а теперь мы узнаем самый дешевый способ добраться из аэропорта до центра города. Итак, самым дешевым способом добраться из аэропорта до центра города и наоборот является, конечно же, электричка, или как по-испански «Cercanías». Ну что, посмотрим, сколько она стоит. Если подойти к автомату и вставить свою карту Renfe, то стоимость будет всего лишь евро 80. Ну а если без карты, то 2,30, то есть на 50 центов дороже. И так со всеми городами. То есть если, например, Бенальмадена стоимость без карты 3,20, то с карты уже 2,80. Или в Торремолинос без карты 2,55, а с карты 2,05 евро. Это очень выгодно. Но даже если у вас нет карточки Renfe,
то когда вы купите первый раз поездку на электричке, то автомат вам ее выдаст, и потом вы сможете ей пользоваться. То есть она многоразовая и пополняется. Соответственно, каждый раз вы будете экономить 50 центов. И в аэропорт, представляете, то есть электричка стоит евро 80, а автобус специальный А стоит 4 евро сейчас. Раньше 3 евро, то есть он подорожал. То есть экономия большая. Это я все цены говорю от железнодорожной станции Мария Самбрана. Но конечная станция в центре города Аламеда Принципали – это следующая станция, и там разница будет не критичная, или точно такая же. Оттуда я, в принципе, не ездию, мне очень удобно то, что метро приходит на железнодорожный вокзал, и от него можно сразу пересесть на электричку. И как я уже рассказывала ранее, что маршрут электрички следует от Малаги до Фуенхиролы. То есть дальше она не идет. До Марбеи не проложен путь, только на автобусе можно доехать. То еще хочу добавить про электрички, что ходят они обычно каждые 20 минут, если, конечно, нет забастовок. А вы можете попасть и можете час или полтора просто ждать следующий поезд. И такое было. Если вы досмотрите мое видео до конца, то вы увидите несколько необычных видов транспорта в Малаге. В Малаге также развита аренда электрических самокатов. Сейчас представлены основные 3 фирмы – это DOT, Voi и Link. Обычно они стоят 15 центов в минуту, и бывает еще плата за разблокировку самого самоката где-то 1 евро. Для того, чтобы пользоваться самокатом, нужно скачать приложение по QR-коду, либо просто можете набрать в Play Market DOT, Voi или Link и установить его. И, соответственно, к этому приложению прикрепляется ваша кредитная карточка, с которой будет автоматически списана стоимость поездки. Я видела, что сейчас у фирмы DOT есть акции, что первые 30 минут бесплатные. Это только именно на первую самую поездку, если вы когда установите приложение и введете промокод MALAGA-DOT. Есть определенные правила езды на самокате. Нужно ездить либо по специальным выделенным дорожкам, то есть велосипедным, либо по дороге. Ну, конечно же, не все этому следуют. Некоторые ездят и по тротуарам. Также нужно ездить в каске, многие ездят и без касок. И с августа месяца я слышала, что предусмотрен штраф. Если вы оставите самокат в неположенном месте, то есть не там, где его стоянка, то с вас снимут 100 евро. Не знаю, штрафовали ли кого-нибудь уже за это или нет, потому что, судя по парковкам, как машины паркуются вторым, третьим рядом, непонятно где, на пешеходных переходах, и полиция на это закрывает глаза, поэтому вполне возможно, что и с самокатами то же самое. Про парковки в городе я уже рассказывала и как оплачивать в таких автоматах, так что посмотрите по ссылке. Малага является одним из городов с крупнейшей сетью велосипедных дорожек. Допустим, в Андалусии она является второй после Севильи. Но что сделало правительство, мне непонятно. В этом году, в конце ноября, отменили единую городскую сеть, которая принадлежала МТ, то есть как автобусы, была сеть МТ Малага, МТ Биси. То есть эта городская сеть МТ Биси, она была практически бесплатной, то есть первые 30 минут всегда были бесплатны, и последующие минуты уже стоили меньше 2 центов. То есть за час выходило 51 цент, это очень дешево. И представьте, сейчас эту сеть полностью снесли в конце ноября, то есть все эти велосипеды теперь не действуют, их уже нет, и поставили вместо них электрические велосипеды за отдельную плату. На данный момент монополистом является фирма DOT, других пока не видела, пока только они пришли, вполне возможно в будущем появятся новые, и теперь стоит 1 минута 29 центов. Разница колоссальная, и нет уже никаких бесплатных минут. Только у них вот сейчас, 28 февраля, акция. Первые 20 минут на велосипеде бесплатно, если вы введете промокод. Я даже читала статью, что если раньше велосипед за час стоил 51 цент, то теперь стоит, если по минутам посчитать, то стоит 17 евро. Это просто какая-то невыразимая сумма. Но, кстати, в защиту DOT могу сказать, что у них есть тарифы дневные и месячные. То есть дневной тариф стоит около 5 евро и месячный около 30 евро. Но все равно это не сравнится с тем, когда была городская сеть и фактически были дотации от государства. И для народа это было очень удобно и практически бесплатно. И вот стоят они одиноко, эти новые электрические велосипеды, и не вижу много желающих. Все-таки МТ Биси, которая была почти бесплатно, пользовалась большим спросом, и все на них катались. А эти пока стоят. Такси, конечно, тоже есть в Малаге. Но, как я считаю, оно тут не так развито, как в России. Точнее, очень слабо развито, потому что есть 2 типа такси. Как я говорю, старый век. Это те, которые стоят по центру города, белые машины, у которых не существует ни электронных приложений. Естественно, они дорогие очень. И второй вариант – это такси по приложению. То есть есть 2 дешевых варианта, такие как Uber и Cabify. Скачайте приложение и можете ездить.
Я смотрела, то есть если доехать, к примеру, от аэропорта до центра города, то стоит примерно 24 евро. Мы на самом деле такси не пользуемся, нам достаточно своей машины и общественного транспорта. То есть не было даже ситуации, когда нужно воспользоваться. В принципе, город не настолько громадный. Мы можем даже из центра города пешком дойти за час. В одном из прошлых видео я уже рассказывала о топе-приложении на телефон для Малаги. Одно из них это было МТ Малага, это для автобусов, где я подробно рассказала, как им пользоваться, а также метро Малага. К сожалению, про такси я забыла тогда упомянуть, но я думаю, это не проблема. Вы скачаете приложение Cabify или Uber и сами разберетесь, там все очень просто. Также в Малаге можно арендовать скутеры. Есть две известные марки – Ego и Acciona. В чем их разница? То, что Ego развивает скорость максимум до 50 км в час, а Acciona до 100 км в час. И стоимость. Если скорость до 50 вы будете ехать, то это стоит 25 центов в минуту, а Acciona 26 центов в минуту, то есть небольшая разница. Но если на Acciona вы будете ехать уже до 80 км в час, то стоимость повышается уже 28 центов в минуту. Если до 100 км в час, то 35 центов в минуту. И в чем еще преимущество Acciona? То, что вы можете ехать вдвоем и в гору, а на этом скутере то только по прямой, если вдвоем, а так, конечно, одного. То есть это не очень мощный скутер, но удобно. К сожалению, в Малаге Acciona пока нет, но можете покататься на них в Севиле, в Мадриде, Валенсии или в Барселоне. В Малаге помимо стандартного общественного транспорта существует также и морской паром. Вот морской вокзал Estación Marítima, и отсюда вы можете отправиться на пароме до Африки. Там есть два испанских города – Мелия и Сеута. Стоимость такого парома из Малаги в Мелию будет начинаться от 43 евро в одну сторону. И поездка будет длиться от 6 до 7,5 часов. Примерно отправляется в 2 часа дня из Малаги и приезжает туда в 9 вечера. Есть и вот такой транспорт для развлечения. Конечно, на таком кораблике вы никуда не поплывете, но можно замечательно провести время. Также здесь можно прокатиться на карете, видите, у каждого есть свой номер. И длительность поездки минимум 45 минут и максимум 4 человека. За такую поездку вы отдадите 30 евро. А вы каким общественным транспортом любите пользоваться? И из того, что есть в Малаге, на чем бы вы прокатились? Напишите в комментарии, очень жду. Надеюсь, вы вместе со мной разобрались с видами транспорта в Малаге, и теперь вам все понятно. Ну а я советую вам заниматься спортом, ходить больше пешком и наслаждаться городом. Малага – очень красивый город. Но если вам понравилось мое видео, не забывайте ставить лайк, подписываться на канал. Ну а я вас жду в следующем. Адьос, пока!